Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Александр. Сегодня у нас очень интересное видео. Я буду вам показывать распаковку самого желаемого и самого хайпового компьютера на сегодняшний год, на 2024. Это Mac Mini. Смотрите, Mac Mini. В общем, вчера я приобрел замечательный компьютер за свои деньги. Значит, это будет не рекламный какой-то обзор или впечатление. Я делюсь впечатлениями исключительно от себя. Мне никто не проплачивал за данный обзор. Значит, здесь у нас 16 гигабайт оперативной общей памяти плюс 512 SSD. То есть я не стал брать 256, потому что решил немножко доплатить. И сегодня мы с вами его распакуем, подключим и посмотрим, как он у нас работает в деле. Это очень интересный момент, потому что данный компьютер я покупаю первый раз в жизни своей и делюсь эмоциями вместе с вами. Вот. Так что приступаем к распаковке. Итак, Mac Mini. Вот у нас коробка. Значит, коробка у нас увесистая. Такая прям чувствуется, что внутри очень такой ценный груз. И давайте быстренько глянем здесь вот по конфигурации. Здесь у нас получается, как я уже говорил, 16 гигабайт Gemeinsame Speicher. Это общая память. 512 гигабайт SSD. И пишется Mac Mini Apple M4 чип. То есть здесь самый новый чип на конец 2024 года. Вот. Ну и соответственно здесь серийные номера все. Вот. Версия, естественно, на немецком языке. Ну давайте мы сейчас все это вскроем. Надеюсь, света будет достаточно. У нас есть такие ярлычки. Момент истины. Раз. Два. Так. И открываем коробочку. Вау! Ребята, смотрите, какой красавец. Такой логотип, прям Apple здесь отражающий. Вау! Слушайте, блин. Ну, это просто шедевр. Смотрите, кнопка снизу. Это супер знаменитая. Ну, вообще. Так, давайте мы сейчас бумажку эту так снимем потихоньку. О, да. Так, что дальше-то набирается? О, да. О, да. Самый волнующий момент всегда распаковки техники Apple. Вот, посмотрите. Ребята, вот это красавчик. Значит, по таким моим сразу ощущениям, такой увесистый блок. Чувствуется, что здесь вот этот вот корпус алюминиевый. Вот, кулер, матовый пластик здесь вот такой вот прям. Очень красиво выполнен, вообще шикарно просто. И сразу же давайте быстренько пробежимся по разъемам. Здесь у нас получается сетевой кабель, кабель для интернета, HDMI и 3 USB-C. То есть все просто. Здесь у нас 2 USB-C для наушников 3,5 мм и индикатор включения. Логотип Apple. А также кнопочка включения снизу. То есть вот мы его ложим так вот, таким образом. И чтобы включить, нам немножко нужно его так вот приподнимать. Блин, ребят, вообще классно, прям очень нравится мне. Красиво сделали. Так, следующее, что у нас в коробке идет. Так, это у нас мусор. Кабель. Давайте мы его сразу сейчас распакуем. Немножко я тут волнуюсь так вот, потому что не часто мне приходится снимать распаковки. Значит, смотрите, ребят, кабель здесь у нас обычный, европейская вилка. И здесь у нас вот включение. Ну-ка, подожди, что-то запах какой-то странный. Пахнет каким-то, знаете, прям каким-то этим, не знаю, то ли клеем, то ли чем. Странный запах. Вот. Ну, в общем, пахнет новым. Все, вот у нас включение. Мы его сейчас с вами включим, конечно же. Так, и тут у нас получается
различная макулатура, Mac Mini. Вот как тут включать его, где находятся разъемы и все в этом роде. То есть здесь у нас ничего интересного нет, все. Пусто. Больше ничего нет, Apple больше ничего не положила. Все, ребята, я сейчас давайте его быстренько подключу и покажу вам, на каком мониторе у меня будет работать данный замечательный компьютер от Apple. Вот он такой красавчик. Все, вернусь через мгновение. Так, ребят, смотрите. В общем, данный Mac Mini будет у меня работать с клавиатурой, которая у меня есть. Это Bluetooth клавиатура. Она вот так вот складывается, раскладывается. В общем, это не имеет значения. Она новая, все. Я ее купил в магазине китайских товаров, в общем, дешевых. И также у меня, получается, есть мышка. Вот, беспроводная, но она с передатчиком. Она не по Bluetooth, то есть мне нужно будет воткнуть вот таким образом этот адаптер, вот, в Mac Mini, чтобы мышка заработала. Вот. И все это дело я буду запускать на мониторе Philips, модель 274E. Колонки у меня работать не будут, потому что они отдельно работают вот с моим супер таким огромным компьютером. У меня вот так внизу он стоит. Вот. И здесь есть встроенные колонки. И я знаю, еще здесь есть в самом Mac Mini динамик. Вот. Так что мы посмотрим качество звука в мониторе и в самом Mac Mini. Сейчас я это все дело подсоединю, включу, и мы с вами настроим его первоначально. Так, ребят, ну что, я вот подсоединил, получается, все. Здесь настроил мышка, клавиатура. И вот Mac Mini. Значит, я вставил HDMI кабель, кабель питания и через переходник, значит, подключил мышь. Все, готовы к запуску. Пробуем первый запуск. Итак, значит, пробуем запускать наш Mac. Я вот чуть-чуть, вот видите, приподнимаю и нажимаю кнопку включения. Ага. Есть такое дело. Так, монитор у меня включен. И... О, все заработало. Hello пишет по-немецки. Привет, hello на английском. Все супер. Ну-ка, мышка работает? О, и мышка работает тоже. Фу, прекрасно. Так, ну что ж, давайте мы сейчас будем настраивать тогда его. Drücke die Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Так, я вот так вот тогда каким-то образом. Теперь я вот думаю, какой мне язык настраивать? Русский, Чтобы наверное. сделать русский главным языком, нажмите клавишу Return. Так, ну давайте, наверное, не знаю. Ну да. Так, сейчас. Надо подумать, русский ставить. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur le... Drücke die Eingabetaste. Прям на всех языках разговаривать, надо же. To use English as the main language. Drücke die Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Так, ребят, давайте я, наверное, буду на немецком языке все настраивать, потому что если что-то я не пойму вдруг, переключусь на русский. Вот, потому что мне привычнее так вот оставить все как есть, потому что я нахожусь в Австрии, и у меня, в принципе, Windows всегда на немецком языке. Так, ну мы выбираем Австрию, соответственно, Österreich. Так, здесь у нас, как я понял, выбираем голос Siri. Пусть мужской будет. Так, дальше. Bevorzugte Sprache, Eingabequellen, Diktat Deutsch. Так, это все хорошо. Других опций у нас нет. Нажимаем Fortfahren. Так, это что у нас такое? Ага, нет, у нас все хорошо здесь. Это позже. Теперь мне нужно соединиться с интернетом. Так, я тут вводил сейчас пароль от Wi-Fi. Почему-то он не принимал пароль мой. Вот сейчас все сработало. Значит, при начальной остановке у нас находится апдейт. Мы нажимаем Fortfahren.
И скачивается самая последняя прошивка. macOS Sequoia 15.1.1. Все, ждем, пока она у нас сейчас обновится, и настраиваем дальше. Так, ребят, осталось 30 минут, пишет. Значит, мы дожидаемся, пока у нас установится самая последняя операционная система macOS, и я продолжу настройку дальше. Так, компьютер у нас перезагрузился, и появилась точно такая же полоса загрузки и логотип яблока, но только увеличенная очень сильно. Наверное, это уже завершающая стадия. Так, ребят, значит, обновление у нас установилось. И, как я понял, необходимо все по новой сейчас произвести. Выбираем также язык, männlich. Нажимаем fortfahren, später. Так, ага, то есть, ребят, смотрите, получается, после обновления мне сейчас необходимо заново ввести пароль от Wi-Fi, что довольно странно, потому что я его уже ввел. И продолжать нужно по новой все вот эти настройки. Ну что ж, ввожу пароль от Wi-Fi. Клавиатура, кстати, у меня сейчас пока работает от Logitech. Вот такая клавиатура на солнечных батареях. Ей уже примерно сколько? 10 или 11 лет, наверное. Так что, вот, видите, у меня вот адаптер здесь подключен. Чтобы не забыть, если что. Ну, ввожу по новой пароль от Wi-Fi. Пробуем. Так, ну, с первого раза у меня получилось это сделать. То же самое, что и в айфоне. Daten и Datenschutz, fortfahren. Так, значит, здесь спрашивается у нас миграционный ассистент. Wie möchtest du deine Daten übertragen? Так, von einem Mac, von einem PC. То есть, если у вас есть какие-то данные, вы, значит, можете их перенести. Нам это пока не нужно. Теперь нам необходимо ввести мой Apple ID. Ввожу свой Apple ID. Так, ребят, ну разобрался. Почему-то опять не вводился пароль. У меня странно с клавиатуры. Но ничего страшного. Так, имя у нас Александр Вовк. Аккаунт name. Сейчас пока паузу нажмем. Так, ребят, следующая ступень настройки. Получается Ordnungsdienste. Мы включаем включено, оставляем включено, точнее, потому что это у нас как GPS работает. А дальше, значит, анализ у нас выключен. Здесь у нас Siri включена. Ага, то есть вот здесь можно настроить. Ordnungsdienste активирован. Так, ну эту аналитику я всегда убираю, потому что, чтобы она там не мешала мне особо. Bildschirmzeit это у нас не надо. Это сколько вы проводите времени за монитором. Так, это что у нас? File-valut. Так, нет, это нам не надо. Значит, это у нас получается шифрование данных. Пока нам это не нужно. Так. И вот это вот, кстати, ребят, мне очень нравится. Выбор темы здесь сделан так классно. Вот автоматически ставишь. Значит, днем он у тебя, как в телефоне, получается, светлую тему включает, а ночью темную. Это прям, ну, супер. Вот почему Windows такого нет? Вот, странно. Ура! Willkommen beim Mac. Я настроил его наконец-то. Ребята, я его настроил. Слушайте, блин. Так, что за тастатура ассистент? Fortfahren. Тастатуру идентифицируем. Так, это мне пока не надо. Это я не хочу, не знаю, ничего, как это работает. Ну все, ребят, вот, пожалуйста, все. Я настроил Mac. Так, давайте мы посмотрим. Выглядит Mac. Все, работает. Так, у меня записывается, да. Mac Mini 2024 года. Apple M4, 16 гигабайт, значит, шпайхер, память. Давайте еще сюда нажмем Weiter Info. Самая последняя macOS. И здесь у нас, значит, доступно 494 и 38 гигабайт. Вот, Macintosh HD. Слушайте, ребята, блин. Ну, конечно, после Windows, ребят, это, конечно, что-то с чем-то. Я вот сейчас осмотрю просто. То есть здесь вот эти вот все вот функции, да, они прям реально прям как в телефоне работают.
Это звук у нас получается, что ли? Да, это звук. Ага, вот дисплей. Ну, ребят, ну просто вообще. Вот это, кстати, тоже было раньше Windows 7, эти виджеты. Вот видите, Вена у меня определилась автоматически. Время. Так, ну давайте мы сейчас что-нибудь запустим. Какой-нибудь в Ютубе, что ли, что-нибудь посмотрим. Так, вот на весь экран делается это у нас. Так. Так, это мы убираем. Давайте стерео-тест попробуем. Бесплатный. Обычно вот это проверяется, да. Ага, он прям в самом маке вот проигрывает вот это вот. Ну, то есть... Так, звук у нас... Слушайте, звук довольно такой хороший, в принципе. Ой. Эй, ты куда ушла? Ну-ка. Да, ребят. Вот это плавно здесь все пашет. Ничего себе. Оп. 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 Да, ребят, я прям как ребенок играюсь. Ну, в принципе, я работал уже с macOS. Вот, но никогда... Так, сейчас. Никогда не играл именно с macOS, со своим macOS. Слушайте, классно вообще. Ну, вообще очень круто, конечно. Ну-ка, если, допустим, я зайду на какой-нибудь сайт, там, ORF, например, orf.at. О, открывает мгновенно просто. Посмотрите, это просто шедевр. Так, у меня здесь мышка немножко подглючивает. Ага, то есть мне нужно еще колесико здесь настроить, потому что колесико здесь в macOS всегда почему-то в другую сторону работает. Вот. Так, ну давайте мы сейчас тогда еще зайдем на speed-тест. Так. Speed-тест. Так, это мы все отменяем. Попробуем speed-тест. Значит, интернет у меня должен работать со скоростью 150 мегабит. Так. Да, вот 140, 148 вот было, да. 150 мегабит выдает. То есть интернет работает вообще идеально, абсолютно. У меня стоит Wi-Fi 6. Да. Так. Угу. И на выгрузку у меня примерно получается 25-30 мегабит. То есть вот он 20 стабильно выдает на выгрузку. Все, интернет работает тоже. Так, это что у нас здесь? Ага, это вот так из экрана выйти. То есть здесь нужно вот так привыкнуть, чтобы делать экран на весь его вот так. Вот. Ну, в принципе, ребят, очень круто даже. Итак, добро пожаловать в новую операционную систему macOS Sequoia. Надеюсь, я правильно ее прочитал. Мы сейчас находимся на рабочем столе. Значит, я просто записываю видео для тех людей, которые никогда в жизни не сталкивались с macOS или просто хотят посмотреть, что их ожидает после покупки ноутбука, либо iMac, либо Mac Mini, как в моем случае. Значит, смотрите, здесь у нас вот заходим на яблоко, нажимаем о компьютере, и здесь пишется macOS Sequoia 15.1.1. Если мы кликнем один раз, у нас появляется номер сборки. Точно так же, как и в iOS. Вот. Очень удобно, все классно. 16 гигабайт общей оперативной памяти получается. Чип Apple M4. Ну, давайте нажмем сюда вот в настройки. Здесь я вошел под своим аккаунтом Apple ID. И здесь вот пишется полностью все то же самое, только более крупно. Монитор у меня обычный, Philips 274E5 Full HD. И свободного пространства на моем Mac Mini
512 гигабайт. 457,96 свободно из 494,38 гигабайт. То есть, получается, если вы покупаете 512 версию Mac Mini, там идет, получается, резервируются системные данные для того, чтобы можно было восстановить операционную систему. И на это, естественно, выделяется отдельное место. Вот, поэтому, к сожалению, места всегда меньше, чем хотелось бы. Вот. Значит, искусственный интеллект в данный момент в Австрии не поддерживается. Вот видите, nicht verfügbar, это означает, что нет поддержки. Как я понял, искусственный интеллект у нас появится в апреле 2025 года, в следующем году. Вот, то есть еще придется немножко подождать. Ну, в принципе, мне особо оно как бы не нужно. Вот, но печально, конечно, что сейчас нет поддержки, это потому что интересно было бы попробовать, как она работает, эта функция. Вот. И в целом, в общем, очень все удобно сделано. Пожалуйста, вот здесь Bluetooth. То есть здесь у нас так же, как и в iPhone настройки полностью сделаны. Очень круто. Вообще прям, ну, на первый взгляд все супер, все удобно. Вот, единственное, что, конечно, какие-то непонятные вот моменты возникают у меня сразу же. По какой-то причине я не могу, например, настройки вот эти вот на весь экран сделать. То есть они ограничены, они каким-то образом сделаны так, что перед вами как будто планшет, и вы на большом мониторе не можете открыть настройки на весь экран. Вот видите? То есть вы можете либо их вот так вот снизить, вниз убрать. Так, это закроем. Вот. Или вот так вот просто расширить. Значит, в случае с Firefox Mozilla, я установил сразу же Mozilla Firefox, я пользуюсь этим браузером уже много лет. Здесь у нас все хорошо, пожалуйста, видите, вот можно на весь экран делать. Вот, потом что я еще сделал? Я сделал уменьшение движения. Значит, вот так вот я сделал, чтобы оно быстро у меня переключалось, так же, как на Windows. Я привык просто к этому. Раньше была такая воронка, оно прям вниз так скатывалось и занимало, ну, как бы время, и мне казалось, что это слишком медленно как-то. Вот, то есть здесь все у нас хорошо работает. Вот. Самое интересное, что, например, настройки в Windows Firefox вы можете прям в самом браузере смотреть, а здесь они, получается, у нас как появляются в меню вот так вот. То есть вот самая последняя версия 132.02. Вот. То есть здесь у нас все супер. И здесь нужно, значит, закрывать приложение. Вот если вы просто закроете таким образом, оно у нас не закрывается. Видите, нужно отдельно нажимать на правую кнопку мыши и нажимать так вот B-End. Ну, то есть странное тоже решение, непонятное. Вот. Потом точно так же все можно удалить вот таким образом. Так, да. Все это можно убрать. Здесь у нас жесткий диск. Но это как бы по аналогии с рабочим местом. Мой компьютер обычно он всегда расположен здесь, вот в Windows. Вот, то есть тут ничего интересного нет. Вот, еще странное какое-то поведение непонятное. Почему-то, когда я нажимаю, например, вот так вот один раз мышкой, значит, на левую кнопку мыши, нажимаю на экран, у меня появляется рамка вот эта вот. Надо мне тоже разобраться, чтобы ее не было, не появлялось. Не знаю, зачем это сделано. Как-то очень странно. Вот, видите? Вот. Так. Потом, что у нас здесь? Есть также виджеты. Можно, допустим, добавлять виджеты. Где они здесь? Вот здесь регулируется динамик. Динамик, кстати, очень хороший, внутренний сам. Я прям без проблем включаю музыку на этом динамике. То есть меня полностью и громкость устраивает, и как он звучит. Все супер просто. Вот. Так, где у нас? Да, вот виджеты, пожалуйста. Разные можно тут добавить. Всякие тут. И погода, и часы, и календарь. Тут вот все приложения тоже, значит, с моего аккаунта Apple ID, они сюда перешли. Вот. И можно, например, вот так вот делать у нас разные акции и все в этом роде. Вот видите, опять нажимаю, почему-то вот так вот делается. Странно. Вот, ребят, а так вот, честно, я очень пока доволен, как работает система. Единственный момент, что интересно еще тоже, когда я выключаю, допустим, компьютер в режим
сна, вот Ruhezustand, иногда он не срабатывает с первого раза. То есть мне нужно раза 2-3 его сюда же нажимать, только тогда он отключается и уходит в режим сна. И еще что самое интересное, в режиме сна лампочка на компьютере постоянно горит. То есть она не мерцает, не гаснет и появляется снова, как в Windows, а она просто горит. Вот. То есть это реально неудобно, потому что, например, у меня компьютер стоит, Mac Mini, стол у меня напротив кровати моей, и если я хочу, например, уснуть, то мне просто лампочка в глаз вот этот светит, и поэтому, очень странное решение, конечно. Непонятно, почему так сделали. Вот. Как есть, так есть. Вот. Потом здесь можно перегрузить его, тут все это сделать. Вот. Я думаю, для тех, у кого Mac, им особо не интересно вот, посмотреть, как это работает все. Вот. Здесь у нас также появляются разные программы. Пожалуйста, вот как в айфоне можно калькулятор запустить. Тут часы у нас тоже различные. То есть полностью система, она работает так же, как и iPhone. Полностью. Вот. Все такие же приложения, как в айфоне. Только единственное, что вы работаете за большим компьютером. Итак, в заключение, что хочу сказать. Я свой Mac Mini настроил полностью таким образом, как я привык примерно работать на Windows. Естественно, мне немножко сейчас непривычно работать на Mac OS, потому что для меня это абсолютно новая система, новый мир. И некоторые настройки немножко меня где-то раздражают, где-то я недопонимаю и все в этом роде. Вот. Но это естественно, потому что я работал всю жизнь на Windows, и поэтому какие-то моменты они будут мне непонятны. Вот. Значит, я рекомендую обязательно к покупке любой компьютер Apple, потому что современная система Mac OS, вот эта Sequoia, или как она там правильно ее называть, она реально очень интересная, удобная. Там есть, конечно, свои моменты, но, в принципе, я думаю, разберется даже новичок, который никогда не работал с техникой Apple. Вот, потому что там все интуитивно понятно, все удобно, все супер. Я ни в коем случае не пожалел, что купил версию на 512 гигабайт, потому что 256 гигабайт это очень-очень мало, если вы покупаете. Естественно, если вы, допустим, хотите использовать Mac Mini как медиаприставку, например, к телевизору, и запускать там какие-то видео с YouTube, например, там, с браузера, конечно, 256 оптимальный вариант, вообще проблем никаких нет. Вот, благо 16 гигабайт теперь у нас идет в комплекте, что я считаю просто замечательно. Если вы хотите, например, сделать какой-то видеомонтаж, например, какие-то фотографии загрузить именно в сам компьютер, то, конечно, лучше брать 512 и выше. Вот. Я бы, конечно, взял еще и 1 терабайт, но посмотрев на возможности апгрейда и сколько стоит, память у компании Apple, сразу же у меня желание все отпадает, потому что там цены просто нереальные. Конечно, я мог доплатить еще 230 евро и взять 24 гигабайт 512, вот, но я посчитал, что за 8 гигабайт отдавать дополнительные 230 евро, это вообще полнейший бред, потому что 8 гигабайт, я посмотрел, на Амазоне вы можете также заказать за 23 евро. То есть обычная DDR5 память для компьютера, для обычного. Естественно, она здесь у нас встроенная получается, и вы не сможете ее в будущем заменить. Вот. Но платить такие деньги нет желания абсолютно никакого. И теперь немножко хочу сказать еще по поводу обновления самого компьютера, взаимозаменяемости деталей, которые здесь стоят в Mac Mini. Смотрите, получается, вы покупаете один раз устройство, и это устройство остается с вами на многие-многие года вперед. Вот, то есть, единственный минус у Mac Mini, как я считаю, это то, что его нельзя в будущем проапгрейдить. Вот, то есть, например, вы не сможете вставить туда больше оперативной памяти, вот как я сейчас его купил в 2024 году, в конце 2024 года, с 16 гигабайтами. Так он и дальше будет из года в год у меня переходить и ничего, к сожалению, не сделать. Вот. Я считаю, что это не очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, это хорошо тем, что у вас все вместе и корпус ваш самого устройства, он монолитный, там все спаяно.
И благодаря этому мы получаем такой вот красивый корпус, маленький. Вот. А с другой стороны, конечно, апгрейд было бы вообще замечательно, но я посмотрел видео по разборке Mac Mini, там показывается, что многие уже блогеры его разобрали и показали, что там используется заменяемый NVMe диск. Вот. Но он опять же специально сделан для Apple. Вот. То есть на простой NVMe диск вы не сможете его обновить, например, там, добавить больше памяти, например, там, терабайт, 2 терабайта, там, до 8 терабайт. Вот. То есть этого у вас сделать не получится. Пока. В дальнейшем, в будущем посмотрим. А так, ребята, в целом очень понравился компьютер. Все супер, я прям обожаю его. Вот, прям включаю с удовольствием. Без проблем я его включаю. Значит, кнопкой чуть-чуть приходится приподнимать, но в принципе это не критично особо. Все, ребят, буду заканчивать. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу Mac Mini M4 2024 года, то пишите обязательно в комментариях их. Если вы новый на канале, то подписывайтесь обязательно, ставьте лайк. Вот. И по возможности, если у кого есть такое желание, поддержите. Супер спасибо. Сами знаете, как это работает. Вот. Старался, делал видео для вас, ролик. Потому что у меня ролик не покупной. Я показываю вам все как есть. Мне никто не проплачивал, ни Apple, ни другая компания. Я его купил чисто для себя, чтобы изучать Mac OS. И чтобы было более интересно жить, не пользуясь только одной Windows, а расширяя свой, так сказать, кругозор. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Увидимся в новых видео.